Приветствую тебя, зритель, и добро пожаловать на мое следующее видео, посвященное изучению языка программирования C++. В данном видео мы рассмотрим такую тему, как типы наследования, которые можно менять с помощью указания спецификатора доступа. Спецификаторы доступа — это Public, Private, Protected, если что, если кто не помнит. Мы их уже рассматривали, но в этом видео мы раскроем еще дополнительные их возможности, а не только то, что мы уже видели. То есть до этого, если что, я напомню, что мы использовали наследование только типа Public, а сегодня мы познакомимся еще с наследованием типа Protected и Private. Что ж, давайте откроем редактор. Перейдем вот в эту директорию и откроем здесь файлик. И смотрите, ребят, давайте сразу приступим к примеру. Есть у нас, допустим, как обычно, давайте класс Unit, да. Есть у нас класс Unit, и у которого есть три типа поля. Одно приватное, я нарочито указываю именно приватный спецификатор, хотя по дефолту, естественно, вспоминаем, что в классах у нас и так приватные поля. Здесь я это делаю специально, чтобы вам было проще. Так, одно поле, допустим, приватное, health, да, с каким-то там, неважно, хоть с нулевым значением. Другое поле, допустим, protected. Какой-нибудь, что у нас, допустим, такое вот поле agility. И третье поле у нас public, соответственно. Ой, господи. Какой-нибудь crypt. Вот, и предположим, мы наследуемся неким классом, орком, да. И до этого еще раз давайте вспомним, что у нас происходит при публичном наследовании, которое мы чаще всего используем. И сразу вам могу, так сказать, небольшой спойлер дать, что в подавляющем большинстве случаев вы так и будете использовать публичное наследование, потому что оно такое самое гибкое, так скажем, и самое в плане адекватного получения того, как мы хотим обычно работать с полями, за редким исключением. Так что привыкайте, что обычно у вас будет наследование типа public. Так, и смотрите, у нас есть два случая, да. Первый случай — это у нас метод в порожденном классе. Какой-нибудь, даже не имеет значения какой метод, да какой-то метод. И есть такая история, что мы хотим получить доступ к каждому из полей. Попытаться, да, это сделать, допустим, какое-то значение присвоить. К health видим, что нету доступа, к agility есть доступ, и crit тоже есть доступ в поле. И еще мы можем создать, естественно, образец, объект нашего класса. И тоже попытаться через точечку получить доступ. Давайте я в такой же последовательности напишу. Нельзя получить доступ. Для health agility можно получить доступ. Ой, нельзя, виноват. И crit можно получить доступ. Так, пишет unused, но не суть. То есть мы видим, что для health agility у нас доступа нет, для crit есть, потому что это единственное публичное поле в унаследованном классе unit, да. А функции, которая является, соответственно, методом нашего класса org, порожденного класса, который унаследовал от юнита, мы можем получить доступ к agility и crit, потому что они у нас public и protected. А к private, естественно, которым является у нас health, мы получить доступ не можем. Это наше, так сказать, уже, наверное, привычное для вас наследование, которое мы всегда использовали. И тут что можно сказать про public, если мы уже говорим именно про спецификатор, который мы указываем непосредственно при наследовании от какого-то класса. Что public, когда мы используем его здесь, он по сути оставляет у нас спецификаторы все, кроме private, такими, какие они есть. То есть public остается пабликом, protected остается protected, а private становится закрытым. То есть private у нас, грубо говоря, запоминайте, при наследовании всегда закрытый для следующего класса, который наследует. Вот, и смотрите, какая ситуация, да, то есть с этим у нас понятно. Но что, если мы хотим указать другой спецификатор? Например, мы хотим указать protected.
И в этом случае, видите, у нас ситуация поменялась в плане, когда мы пытаемся обратиться через точку. То есть почему, да, почему так произошло? Потому что при указании определенного спецификатора при наследовании мы меняем, грубо говоря, типы полей, да, то есть, точнее, уровень доступа для этих полей. То есть если, как я уже сказал, при публичном наследовании у нас паблик остается пабликом, protected остается protected, то, а private, соответственно, закрытый, то в случае protected наследования protected остается protected, но публичное поле меняется на protected, понимаете? То есть это демонстрируется нам на 29 строке в виде того, что мы не можем получить доступ к нашему полю в наследуемом классе unit через наш instance org, да, через объект класса org. То есть он стал недоступен. То есть еще раз, давайте попробуем protected, опять вернуть паблик. Возвращаем паблик, видим, что крит уже доступен. Просто он пишет, что он не используется, но мы его вполне можем как бы до него дотянуться, так сказать. Давайте я даже, знаете что, я, наверное, открою терминал, и мы зайдем в эту директорию. И скомпилируем нашу программу, только она пока что туда не скомпилируется. Для того, чтобы это сделать, нам придется убрать все ошибки. Закомментируем все строки с ошибками. И вот теперь можно попробовать собрать нашу программу. Компилируем ее. Ругается он на unused, да, в первом случае говорит, что expression unused на 29 строке. А во втором случае пишет, что у нас private field health is not used. То, что приватное поле не используется тоже, кстати. Ну, ничего страшного, давайте запустим программу, увидим, что несмотря на вардинги, она как бы отрабатывает, да, и мы можем даже вот тут воспользоваться принтом в консоль. Еще раз собрать, увидеть, что мы смело можем получить доступ к нашему крит-полю. Можно даже его и проинициализировать каким-то значением. Точнее, присвоить значение, виноват. Видим, что мы действительно можем получать доступ. Ну, с этим мы уже знакомы. Но еще раз, смотрите, то есть если мы поменяем на protected, да, спецификатор при наследовании, то в этом случае, видите, мы сразу ошибку получаем. Мы не можем не присвоить здесь значение crit, стал protected. То есть он поменял, он был пабликом, ну и остается пабликом, но только внутри юнита. А для орка он стал protected. То есть, напоминаю еще раз, давайте я раскомменчу все поля, чтобы было видно, что эти так и остались. То есть при protected наследовании поля, которые являются protected, остаются такими protected, а паблик меняют свой спецификатор на protected. То есть для орка crit стал protected. Именно поэтому мы можем все еще получать, естественно, доступ к нему из метода класса org, но не можем напрямую через инстанс, через точечку, да, через оператор точечку. Вот. И смотрите, следующий вариант, когда мы будем использовать private. Причем, смотрите, есть такой момент, что private, он по дефолту стоит, если мы не указываем спецификатор, то есть тогда наследование используется типа private. Ну и для явного, так сказать, указания, для простоты я поставлю этот спецификатор. И вот в этом случае, ребят, смотрите, еще такая ситуация, что все поля, кроме private, который все равно закрытый, да, то есть мы видим, что private для порожденного класса является в любом случае закрытым полем. Остальные поля protected и public становятся private. То есть в этом случае, глядите, мы можем даже посмотреть, LSP нам подскажет. Crit is private member of unit. То есть до этого, когда у нас был protected, он нам так и писал, что он именно protected. Видите, crit is protected member of unit. А в случае с private он пишет, что он именно стал private. То есть в этом случае мы поменяли уже protected на private и public на private. А с protected, напоминаю, что protected остается protected, public становится protected. И если у нас публичное наследование, наше, так сказать, дефолтное, которое мы чаще всего вообще будем использовать, да, у нас protected и public остаются protected и public, и private становится закрытым. То есть
Private всегда закрытый, ребят. Private в любом случае мы ни через метод не можем получить доступ, видите, никак. Вот. В принципе, почти все, но смотрите, а что если у нас возникает необходимость унаследоваться не одним классом, а, допустим, у нас цепочка, да, и цепочка продолжается, и у нас появляется еще один класс. Допустим, какой-нибудь класс, если у нас второй орг, то следующий класс пускай будет какой-нибудь скелетон орг. Не знаю почему, но неважно. Вот. И мы наследуемся, скажем, а первое у нас наследование private, а им наследуемся уже публично. Посмотрим, что у нас в этом случае будет, да? От орка уже, соответственно. То есть такая цепочка наследований. Тоже у него есть какой-то метод произвольный, который, допустим, пытается получить доступ к полям вот этого класса. Ну, давайте скопируем их просто. И смотрите, что происходит в этом случае. Я еще сейчас объявлю поля у орка. Пускай у него свои собственные будут поля, какие-нибудь там int, ну, org health, не мудрствуя лукаво, да? Int org agility, int org crit. И давайте сначала, я не буду трогать пока эти поля, обратим свое внимание именно на вот эти поля. Почему они, ну, вообще все стали закрыты, да? Дело в том, что если мы наследуемся как бы по цепочке, то есть как мы сейчас делаем это, да, мы наследуемся классом skeleton org от класса орка. Мы уже, грубо говоря, работаем со спецификаторами, которые поменялись в соответствии с наследованием орка. То есть так как орк наследуется приватно от юнита, то все поля юнита становятся уже другого типа доступа. То есть его поля, которые изначально были private, protected и public, для наследуемого, класса, который наследуется от орка, становятся с теми спецификаторами, которые меняются в соответствии с типом наследования. То есть так как тип наследования у нас приватный, вспоминаем, что приватное наследование меняет спецификаторы protected и public на private, ну а private так и становится, естественно, закрытым. Получилось, что у нас все поля как бы приватные, да, то есть, ну, точнее, по public protected private, а private закрытый, точнее, да, не все приватные, а точнее, два приватные, protected и public. И в этом случае, так как здесь они становятся приватными, то есть тут пока что они приватные, и мы можем получать к ним доступ, как agility и crit, но для скелетон орка они уже приватны, и поэтому они закрываются. То есть так, по такому же принципу, как и поле health у юнита. То есть так как оно приватно изначально, при наследовании орк не может получить к нему доступ. Видите, health, то есть он не может получить доступ. Но когда он наследуется от юнита, он приватно именно наследуется, он делает приватными поля agility и crit, и именно поэтому для скелетон орка они уже закрыты, то есть они уже не просто приватны, они уже становятся закрытыми, даже несмотря на то, что у нас паблик наследования. Но при этом, если мы сейчас попытаемся получить доступ к вот этим полям, да, сейчас, смотрите, я их виноват, я их сделаю такими же тоже. То есть пускай этот private остается, да, это поле, это будет protected по аналогии, то есть рассматриваем все варианты, а то их все в private запихнул по дефолту. Ой. В этом случае мы видим, что также по аналогии, как у нас было в случае с орком и с юнитом, у него закрылось только приватное поле для него health, да,
а остальные protected и public для него доступны. И то же самое происходит и со скелетон орком. Он наследуется от орка, и именно его поля от орка, он private закрыт для него, а orc agility и orc crit для него открыты. То есть, но открыты только, естественно, в рамках метода. То есть, смотрите, еще раз, смысл в том, что каждое следующее наследование, его тип, вот этот спецификатор, для следующей цепочки, да, как бы единицы, для следующего класса поменяет уровень доступа, то, как происходит у нас сейчас. То есть, поля класса unit меняются для орка, то есть они становятся приватными, а уже для скелетон орка, так как они стали приватными, они становятся полностью закрытыми. Все, то есть, ну, понятно, да, то есть, грубо говоря, сколько бы мы вот так не строили цепочку, каждое, грубо говоря, вот это наследование, его тип будет менять спецификаторы уровня доступа для каждого поля, ребят. То есть, я понимаю, смотрите, тема такая, наверное, немножко громоздкая. Я вам стараюсь все тут разжевать, по 50 раз повторяюсь, потому что понимаю, что не все оно может так уж сразу легонечко залететь в голову, но вы должны, знаете, вот потренироваться. То есть я вам показываю все достаточно подробно, да, но вам нужно еще, естественно, зайти и у себя в редакторе попробовать каждое поле. Если есть какая-то недосказанность, попробуйте сами пообъявлять разные поля, подоставать их из классов. То есть также давайте вот сейчас посмотрим, а что будет, если мы создадим объект нашего последнего вот этого класса, так это мне нужно, который у нас наследуется последним, да, скелетон орк. Нет, не знаю, что это такое, братан. И попробуем у него посмотреть, к каким полям мы имеем доступ. А мы имеем доступ к орг-криту. Все правильно, то есть потому что орг-крит единственное поле, которое публичное. И то есть напрямую из объекта мы только к публичным полям можем получать доступ при наследовании, да. Ну и вообще не только при наследовании, а вообще в принципе через точку, да, через оператор точку. То есть, ребят, смотрите, еще раз, я понимаю, что информация такая может быть не совсем тривиальная, может не сразу ляжет вам в голову, вам нужно, еще раз повторяюсь, потренироваться. То есть, напоминаю, что паблик, тип наследования, да, спецификатор, который мы указываем при наследовании, паблик, оставляет у нас паблик пабликом в предыдущем классе, у которого мы наследуемся, да, unit в этом случае я показываю, protected protected, private закрывается. В случае указания protected наследования у нас паблик становится protected, protected так и остается protected, а private закрывается, соответственно, также. И в случае private, который, кстати, по умолчанию, да, то есть если мы не указываем спецификатор, это тоже будет private наследование, но я тут явно указываю для простоты, да, для наглядности. Public и protected, то есть оба, public становится private, protected становится private, и private, понятно, также закрывается. То есть и это распространяется на следующий класс. То есть, когда мы унаследовались, все, у орка эти поля юнита, они уже приобрели новые, как бы, уровни доступа для следующих классов. То есть, у него они становятся, соответственно, например, если мы используем private, protected стал private, public стал private, и уже для следующего класса, который будет наследоваться, ну вот как у нас, да, скелетон орк, например, для него действуют правила для наследования, как вот с новыми спецификаторами, понимаете? То есть, грубо говоря, в орке эти поля класса unit уже имеют новые уровни доступа. И, соответственно, наследуемые классы, ну, те, которые наследуются от орка, они будут работать с учетом типа наследования, который мы указываем, и с учетом того, как изменились эти поля юнита внутри орка. То есть, какие они спецификаторы, грубо говоря, новые уровни доступа приобрели. Вот так, ребят, еще раз, да, повторюсь, что тема, наверное, не совсем прямо-таки тривиальная, ну, так скажем, не сразу ложится в голову, надо потрениться, надо потренироваться, надо пописать эти классы и также вот подоставать их из разных точек, и я уверен, никаких проблем у вас не будет. И, ребят, еще такая ремарочка, похожая на ту, которую я давал в уроке по френдли функциям и классам, что, вот смотрите, я там говорил, что френдли не так часто используется, вообще очень редко, а указание какого-либо спецификатора помимо, то есть типа наследования помимо паблика, используется
ультра редко. Ребят, честно, я не встречал пока ни одного проекта, где использовался бы уровень доступа при указании наследования какой-то другой, кроме паблика. Честно, ни разу пока не встречал, но тем не менее я даю этот материал, потому что такое существует, и если что, ну, вдруг это нужно знать. Но вдруг где-то встретите, грубо говоря, ну, там, даже на собеседовании вдруг вас спросят, а вы все знаете, это, я думаю, что прекрасно. Но, опять же, такое используется, повторюсь, крайне редко. То есть указание чего-то, кроме паблика, при наследовании одним классом от другого, используется крайне редко. Но все равно я все-таки рекомендую вам с этой темой ознакомиться и разобраться. Все, ребят, спасибо вам большое за просмотр. Если вам нравится контент, который я делаю, то, пожалуйста, поставьте лайк под видео, подпишитесь на канал и бейте в колокольчик, потому что контента будет еще масса. Напоминаю, что я также стримлю. Вы можете найти ссылочку на мой Twitch канал в описании под большинством тех видео, которые я делал за последние, там, наверное, 5 где-то недель на YouTube, и в частности под этим видео я оставлю, естественно, ее. И добро пожаловать в комментарии, если у вас есть какие-то замечания, адекватная критика, дополнения, пожелания, ну, может, рекомендации какие-то, да, вы, может, хотите увидеть новый контент у меня на канале, то есть тоже все с удовольствием рассмотрю, все варианты. И все, ребят, еще раз спасибо вам большое за просмотр, удачи вам в обучении и пока.